Всем привет, друзья! Сегодняшний выпуск будет длиннее, чем обычно, но в нем я расскажу вам про весь процесс повышения мощности на участке до 15 кВт, начиная с оформления документов и заканчивая заведением трехфазной линии до электрощитка в доме, а также расскажу, сколько все это стоило и сколько я ждал по срокам. Начинаем! Изначально на участке уже было однофазное электричество, которое было заведено в старый дом, где стоял механический счетчик. Сколько тут было киловатт, я точно не знаю, но вероятнее всего 5 или 6. Забегая вперед, скажу, что в энергетической компании мне не смогли ответить на этот вопрос, а сказали только то, что по одной фазе они предоставляют не более 7 киловатт. Так что какая тут точно была мощность, никто не знает. Хочу сказать спасибо всем моим подписчикам, которые посоветовали повысить мощность до 15 киловатт. Когда в одном из предыдущих роликов я спросил, нужно это делать или нет, так как ранее я не особо понимал все плюсы трехфазного электричества и не планировал повышать мощность. Единственное, что меня сильно беспокоило, это деревянная опора, от которой питался старый дом. Мало того, что этот столб был уже полугнилой, так еще и дятловы его ломали, и я очень сильно переживал, что рано или поздно они его завалят. Война с дятловым у меня началась в апреле, когда на улице потеплело. Поначалу прилетал один дятел, а к концу мая начал прилетать с подругой. В итоге они мне даже перестали уже бояться и в наглую стучали по столбу. К слову, столб раньше был выше. Первое, с чего нужно начать, это с оформления заявки на повышение мощности. У меня энергетическая компания Мосэнерго. Данное заявление можно подать через личный кабинет у них на сайте. В заполнении данной заявки ничего сложного нет. Единственное, в графе «Подключаемая мощность» нужно указывать то значение, которое в общей сумме с уже подключенной у вас мощностью даст 15 кВт. То есть у меня было подключено 6 кВт по одной фазе, и в данной графе я указал 9 кВт, что в сумме получилось 15. Странное требование, конечно, и из-за данной графы мне заявку отклоняли 2 раза, и только на 3-й раз мне позвонила сотрудница из технической поддержки и уточнила, не ошибся ли я, что я хочу подключить 21 кВт, и объяснила, как нужно заполнять данную форму. Также в этой заявке необходимо прикрепить схему, где вы планируете установить прибор учета. По новым правилам прибор учета устанавливается за границами участка, на ближайшей опоре. Мне повезло, так как ближайшая опора находится за границами моего участка в метре от забора. Данную схему вы можете сделать сами, используя скриншот с Яндекс.Карт, или в этой же самой заявке уже встроенный редактор для составления данной схемы. Также к данной заявке необходимо прикрепить паспортные данные и документы на собственность. Честно говоря, отправить заявку у меня получилось только на 5-й раз, так как на 4-й раз меня отклонили из-за того, что я якобы не прикрепил все документы, но в итоге выяснилось, что это сотрудник энергетической компании пропустил документ на собственность и отклонил заявку. Самое интересное, что дозвониться до них практически невозможно. За все это время у меня получилось дозвониться до специалистов энергетической компании всего лишь 4 раза, а 1 раз я звонил на протяжении 2 часов, чтобы узнать, какой статус у моей заявки. В общем, примерно через месяц в личном кабинете мне пришел подписанный с их стороны договор на повышение мощности на сумму 550 рублей и технические условия, в которых, к моему удивлению, было указано только то, какая страна и какие обязательства несет. Я предполагал, что в технических условиях будет указано, какое оборудование мне необходимо купить. К примеру, модель счетчика, какой провод, какие автоматы, но нет. Там ничего такого не было, хотя может быть так и должно быть. Дело в том, что до начала всей этой процедуры я смотрел видео на данную тему на YouTube, и там люди покупали по техническим условиям определенное оборудование и сами собирали электрощит. Так как во всем этом я новичок, как и многие из нас, то даже и предположить не мог, что конкретно мне нужно купить. Поэтому перед оплатой договора я решил позвонить в энергетическую компанию для уточнения данного вопроса. Как я ранее говорил, дозвониться до них нелегко, и получить ответ на свой вопрос я смог только на 2-й день. В общем, оказалось, что мне необходимо купить только SIP-провод 4х16, который будет идти от моего нового дома до опоры, где будет установлен электрощит с приборами учета. И, соответственно, необходимо купить автоматы для установки уже в моем щите внутри дома. А электрощит с автоматами и приборами учета, который будет установлен за границей моего участка, энергетическая компания собирает сама, и мне остается заплатить только госпошлину по договору, который составляет 550 рублей. Я, честно говоря, был очень удивлен такому повороту событий. Сроки установки электрощитка с приборами учета по договору составляют не более 4 месяцев. То есть в моем случае самый крайний срок – это 20 число августа. Меня уверили, что мне позвонят за неделю и согласуют дату приезда специалистов.
За время ожидания я купил все необходимое оборудование для подключения к электросети. 45 метров SIP-кабеля 4х16, кабеля взял с запасом примерно на 5 метров. Лучше пускай он останется, чем его не хватит. 10 метров медного кабеля ВВГ НГЛС сечением 10 квадратов, но, к сожалению, ни в одном магазине не смог найти данный кабель на 4 жилы. Пришлось взять на 5 жил. Страшного ничего, конечно, нет, просто одну жилу не буду использовать. В одной трехфазный автомат на 20 ампер, трехфазный узел на 20 ампер, кронштейн с зажимом для SIP и так называемые орехи для перехода с SIP кабеля на медь. Данное оборудование мне обошлось примерно в 20 тысяч рублей. В общем, через 3,5 месяца после оплаты договора мне позвонили электрики и сказали, что приедут ко мне через час. Данной новости я был удивлен, так как в этот момент я находился на работе и за час приехать на участок я бы физически не смог. Электрики сказали, что страшного ничего нет, они установят щиток и уедут, а все остальное мне нужно будет делать самому. Я думал, что один конец моего SIP кабеля они закрепят на опоре и подключат автомат в своем щитке, а уже в доме я буду делать сам. А оказалось, что они только ставят свой щит, а все остальное, включая закрепление линии электропередач от дома до столба, я делаю все своими силами. Ну что ж, теперь буду знать, поэтому при подключении электричества или повышении мощности у себя на участке имейте в виду эту информацию. А теперь приступим к технической части подключения дома к установленному электриками щитку на 15 кВт. Вот такой щиток меня ждал на столбе по возвращению с работы. Не успев я обрадоваться тому, что наконец-то ситуация с повышением мощности сдвинулась с мертвой точки, как понял, что щит-то закрыт. Осмотрев его более внимательно, обнаружил, что дверца закрывается на 2 замка с трехгранным ключом. С горем пополам открыл дверцу с помощью плоскогубцев и уже внутри щита обнаружил, что электрики оставили мне ключ. В щите установлены 2 автомата и прибор учета. При включении автоматов идет питание на счетчик, а это значит, что в щите уже есть электричество и остается подключить только сюда мой кабель от дома, и будет мне счастье. Единственная сложность — это пышная черемуха, которая растет рядом с опорой. Нужно будет аккуратно через нее провести SIP-кабель и закрепить его на фасаде дома. В дом я уже буду заводить медный кабель, который поведу через двухтавровые балки в электрощит, который установлен в котельной. Вводить медный кабель в дом я буду через железную трубку, которую установлю в SIP-панели. Благо на участке куча металлолома, и я без проблем смог найти трубу с нужным диаметром, чтобы в нее свободно вошел медный кабель. Коронкой по дереву сделал в SIP-панели отверстие, чтобы точно понимать, какой нужен отрезок трубы. Из-за стопки гипсокартона поставить тут стремянку не получилось, поэтому пришлось импровизировать и использовать деревянный каркас, чтобы добраться до нужного места. Вообще, в ближайшем будущем необходимо будет переместить весь гипсокартон в другое место, так как тут нужно поставить варочную панель до пуска газа, так как в этом углу выведен газовый кран для подключения плиты. Кто не видел ролик про монтаж газопровода, ссылка будет в подсказках и в описании. Труба немного поржавела, но не беда. Я ее слегка зашкурил, покрыл 2 слоя эмалью по ржавчине из баллончика и оставил сохнуть на солнышке. На улице стоит очень жаркая погода, поэтому краска высохнет быстро. А тем временем пока буду протягивать кабель по двухтавровым балкам внутри дома. Кабель решил тянуть без гофры, так как использую VG-NG LS, да и сам кабель касается двухтавровых балок только в отверстиях, а отверстия я сделал специально больше. Кто не знает, двухтавровые балки сделаны из USB, а этот материал поджечь сложно, я проверял. И к тому же еще будет защита в виде автоматов в щитке. Многие, наверное, меня осудят за такой способ прокладки кабеля, но это мое решение и ни в коем случае я никому его и не навязываю. Как я и предполагал, примерно через 40 минут краска полностью высохла, и на солнышке трубка даже нагрелась. Отверстие трубку зафиксировал с помощью негорючей пены. Думаю, что подошла бы и обычная, но раз у меня есть негорючая, то я решил использовать именно ее. Кстати, этой же пеной я фиксировал подрозетники в SIP-панели. Выждав, когда пена высохнет, вывел кабель через трубку на улицу. Работать с ним не очень удобно, так как он имеет приличный вес и плохо изгибается из-за толщины жил. Да еще понял, что работать на сильной жаре очень сложно и не особо приятно. Благо, нужно еще подготовить кронштейн для крепления SIP-кабеля на фасаде, и когда солнце уйдет на другую сторону дома, то можно будет продолжить работу и на улице. Кронштейн для крепления SIP-кабеля решил фиксировать на деревянной дощечке, а ее уже крепить к фасаду. Сделал я это для того, чтобы был запас при будущей внешней отделке. Кстати, также я рассматривал вариант прокладки кабеля не по воздуху, а под землей. Да, в данном случае есть плюсы. Над вашим участком не висят провода, которые, кстати, могут помешать, к примеру, для разгрузки стройматериалов манипулятором. Не нужно делать переход с алюминия на медь, да и в автомат в щитке на опоре тоже будет сразу подключаться медный кабель. Но я столкнулся с некоторыми нюансами. В
первую очередь это цена. Кабель выйдет примерно в 35 тысяч. Плюс нужно копать траншею, а так как у меня еще не все подведены коммуникации и я точно не знаю, где они будут идти, то этот вариант мне не подошел. Хотя в будущем, когда определюсь с коммуникациями и с другими постройками и участки, то может быть и переделаю на подземный ввод кабеля в дом. Ведь сложного тут ничего нет. Пока на улице жара, решил закрепить кабель на двухтаровых балках с помощью зажимов для гофры. И пока было время, собрал еще колышки от системы выравнивания плитки, ведь они многоразовые и еще будут мне нужны. Солнце ушло на другую сторону дома, и теперь можно прикрутить кронштейн для крепления кабеля к фасаду. Кронштейн крепил по направлению к опоре. Можно было закрепить его еще выше, но под самый конек не захотелось подводить сип-кабель. Кстати, если кто-то не знает, то сип-кабель состоит из алюминия, и так как он является горючим, то заводить его в дом ни в коем случае нельзя. Поэтому на улице нужно будет сделать переход на медь, а для этого есть специальные соединители, которые называются орехи. Но для начала мне нужно закрепить кабель на опоре. Все подготовительные работы в доме я сделал, и теперь можно лезть на столб. Что такое вообще сип-кабель? Это самый несущий изолированный провод, жилы которого состоят из алюминия. Оплетка у данного кабеля очень прочная и ее сложно повредить. Сип-кабель можно тянуть без дополнительных опор на расстояние 25 метров, а у меня от столба до дома получается порядка 24 метров. Перед тем, как лезть на столб, заранее приготовил все необходимое, что мне понадобится для крепления кабеля. Честно говоря, мне было страшно подниматься на опору, так как там куча разных проводов, но я взял с собой тестер, который пробивает фазу через оплетку. И перед тем, как лезть дальше, проверял провода, которые мне встречались. Самые низкие провода на опоре, скорее всего, интернет, так как тестер показал, что в них напряжения нет. И данные провода находятся на высоте примерно 4,5 метра. И прямо над ними я решил закрепить свой кронштейн для кабеля. Выше лезть побоялся, так как там уже все под напряжением. И висит белый ящик, который бы мне помешал. Переживал, что мне будут мешать ветки черемухи, а обрезать их очень затруднительно, так как основная часть дерева находится за забором у соседа. Но оказалось, что обрезать ничего не нужно, и кабель я смог протянуть между ветками. К кронштейну сип-кабель крепится с помощью специального анкерного зажима, куда просовываются провода и фиксируются колышком. Очень простой и удобный способ крепления, но для надежности колышек лучше чем-то забить вовнутрь. Кабель спустил по столбу до щитка в гофре, так же как и у электриков. В самом верху сделал небольшую петлю, чтобы вода не затекала в гофру, и все закрепил пластиковыми стяжками. Кабель повел по противоположной стороне столба относительно кабеля, который монтировали электрики. Гофру использовал черного цвета, так как она стойка к ультрафиолету и предназначена для протяжки проводов на улице. Работать с сип-кабелем мне понравилось, в отличие от медного он легче и более гибкий. Когда вы работаете с электричеством, лучше всего, чтобы с вами кто-то был рядом и в случае чего смог оказать вам помощь. И всегда помните про технику безопасности. Ведь все можно починить, кроме здоровья. Кабель до щитка довел с запасом примерно на метр. Так мне будет с ним удобнее работать, и я не буду переживать, что мне его не хватит. Завел кабель в щит через специальное в нем отверстие, заранее надев на кабель уплотнительное кольцо, которое уже было на щите. Убрал кабель в щит и не стал подключать его к автомату до того времени, пока не закреплю сип-кабель на фасаде дома. При креплении кабеля на фасаде дома столкнулся с проблемой его натяжки, так как одному на высоте очень неудобно это делать, и при попытке зафиксировать кабель он постоянно у меня выскользал из рук. Я с ним провозился около часа, а если был бы помощник, то думаю, что натяжка кабеля заняла бы не более 50 минут. Кстати, электрики вместе с ключом в щитке оставили еще свою рекламную визитку с приложением своих услуг по подключению проводов и помощи с документами. Но этот вариант я даже рассматривать не стал, так как было интересно сделать все самому. И теперь я точно знаю весь процесс подключения электричества. А о какой помощи с оформлением документов шла речь в визитке, я так и не понял, ведь документы делают сами представители энергокомпании, и остается их только проверить и подписать.
принципе, натянул кабель довольно неплохо, и в самой низкой точке посередине, где идет просадка кабеля, его высота составляет 4,65 метра от уровня земли. Такой высоты вполне достаточно, и если будет заезжать крупная техника, то она свободно зайдет и не заденет провод. Теперь пришло время подключить кабель к автомату в щитке на опоре. При обрезке кабеля главное не ошибиться и также оставить нужное количество провода, чтобы его свободно хватило подключить к автомату. Я на всякий случай оставил около 5 см для запаса. При подключении кабеля синюю жилу сразу подключил к минусу, чтобы не запутаться и соблюсти нормы и всегда знать, что все цвета кроме синего это фазы, которых у меня теперь 3. Думал, опрессовывать ли сип-кабель перед подключением к автомату, но посмотрев, что электрики не опрессовали кабель, а сразу подключили его в автомат, то я не стал заморачиваться и сделал так же, как у них. Вопрос к знатокам: нужно ли опрессовывать жилы сип-кабеля или оставить так? Напишите, пожалуйста, в комментариях, буду благодарен за советы. К сожалению, автоматы в щитке электрики установили не самые удачные, но в принципе лучшего я и не ожидал, так как по договору я заплатил только госпошлину в 550 рублей. Честно говоря, я и не знаю, могу ли я поменять хотя бы один автомат, который не пломбирован, ведь получается, что это собственность энергокомпании. Кто в курсе этой информации, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Как я ранее говорил, на фасаде дома необходимо сделать переход с алюминия на медь, и сделать это можно с помощью специальных зажимов, которые при затяжке прокалывают кабель и делают надежное соединение. На ютубе посмотрел много роликов, как делать переход, и почему-то многие так называемые специалисты говорят, что данных зажимов не существует для перехода на медь. Не верьте этому, так как в магазине я без каких-либо проблем нашел данные зажимы именно для перехода на медь. Да, есть и только на алюминий, поэтому надо смотреть описание. Подключив кабель, можно перейти к распределительному щитку в доме. Тут нужно заменить в одной однофазный автомат и УЗО на трехфазный, и еще поставить однофазный автомат на 25 ампер, чтобы временно запитать старый дом, так как мне еще в нем нужно электричество. Ранее я собирал щиток на однофазное электричество и запитывал его от старого дома. На данный момент я буду использовать только одну фазу, а остальные подключу уже по мере прибавления потребителей. Но уже точно решил, что одна фаза будет выделена на котельную, кухню и санузлы, а остальные две фазы пока еще не решил, как сгруппировать. Еще пришел к такому решению, что хочу переделать разводку в щитке на гибкий кабель. Мне кажется, что так будет удобнее и выглядеть будет более аккуратно. Но этим я займусь, когда буду делать разводку электричества в котельной. А пока куплю все необходимое для этой цели. Проверив еще раз надежность фиксации проводов автоматов, можно идти к щиту на улице и включать там электричество. Ну что, все провода подключены правильно, автомата не выбивает, тест УЗО работает исправно и электричество идет на розетке. А это значит, что все работает и в новый дом заведено электричество на 15 кВт. Одна из основных коммуникаций подключена успешно, и теперь остается вода, газ и канализация, что тоже уже в процессе. Замерил напряжение на каждой фазе. Не знаю, видны ли вам показания на дисплее, но плюс-минус напряжение на всех фазах одинаковое. Неиспользуемую пятую жилу в кабеле заизолировал, чтобы она не мешалась и не смущала меня. Также в щитке еще осталось место для диф-автоматов, которые я, правда, еще не купил. С технической частью разобрались, и теперь возвращаемся обратно к документам. По техническим условиям от Мособлэнерго после установки щитка с прибором учета мне дается месяц на возведение линии электропередач и подключение дома к электрощитку с прибором учета. Я все это сделал через несколько дней после того, как электрики установили щит, и по завершению работ позвонил в их офис, чтобы сообщить о выполнении технических условий. Кстати, если звонить им рано утром, в течение часа после начала работы, то трубку они берут моментально, а вот после 10 утра звониться очень трудно. В общем, оператору я сообщил, что сделал линию электропередач и в моем новом доме есть электричество от щитка. Оператор сказал, что они подготовят акты установки и позвонят мне, когда они будут готовы, чтобы я их забрал. Ровно через неделю мне позвонили из офиса Мособлэнерго и сказали, что можно приезжать с документами.
Когда я забирал документы, то сразу написал заявление на демонтаж прибора учета, который установлен в старом доме. Время ожидания приезда специалистов для демонтажа составляет 30 дней. И тут мое присутствие обязательно, так как специалистам необходимо переписать показания со старого счетчика для фиксации их в акте демонтажа. На этот раз мне действительно позвонили за несколько дней и согласовали дату приезда электриков. В назначенный день приехали специалисты из энергокомпании, переписали показания старого счетчика, обрезали провода на столбах и сразу выдали акт демонтажа. Все, теперь можно не переживать, что дятлы завалит старый столб, на котором были провода. Эти провода были под напряжением, и я очень переживал, что они упадут вот на этого рыжего охранника. Теперь нужно будет договориться с соседом о демонтаже старого столба. Думаю, он обрадуется этой новости. После того, как мне обрезали провода, то я взял все акты, которые мне выдали после установки нового прибора учета и после демонтажа старого, и пошел уже в компанию, которая занимается сбытом электроэнергии. В моем случае это Мосэнергосбыт. Отдав все документы, мне внесли изменения в лицевой счет, и на этом повышение мощности до 15 кВт закончено. Данные в лицевом счете обновились через 3 дня после подачи документов. Раньше из-за однофазного электричества у меня был однотарифный тариф, а теперь многотарифный. То есть с 7 утра до 11 вечера цена за 1 кВт в час составляет 4 рубля 77 копеек, а с 11 ночи до 7 утра 1 рубль 85 копеек. А по старому счетчику было круглые сутки 4 рубля 15 копеек. По идее, теперь должно быть выгоднее. Но, наверное, не во время ремонта, а уже после. В общем, вот такая получилась история с повышением мощности. Надеюсь, что данная информация была вам полезна и ролик получился интересным. В следующем ролике я расскажу про процесс газификации нового дома, про документы, сроки и, конечно же, цены. Кстати, на данный момент врезку мне так и не сделали, но буду надеяться, что сделают ее в самое ближайшее время. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Если ролик понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если, конечно, захотите. Всем до новых встреч. Пока!